Недавно в комментариях меня спросили: «Доктор Берг, если хлеб так вреден, почему же тогда французы такие худые?» Такие вопросы мне задают довольно часто. Во-первых, во Франции тоже есть полные люди. Не все они там худые. Но должен сказать, что есть разница между США и европейскими странами, особенно Францией и даже Италией. Французы едят гораздо больше жиров. Они едят вчетверо больше масла, на 60% больше сыра. В их рационе 180 грамм животного жира, а у американцев всего 72. Французы едят больше насыщенных жиров. Американцы же употребляют больше растительного масла, кукурузного, соевого. Эти масла ГМО, они вызывают инсулинорезистентность. Одно это может привести к полноте. Во Франции едят втрое больше свинины, меньше высокофруктозного кукурузного сиропа. К нему я еще вернусь. Французы придерживаются традиционной кухни. В Америке на каждом углу кафе с разной кухней: тайской, итальянской, мексиканской. Во Франции такого нет, по крайней мере, не столько. Здесь в кафе в еду добавляется огромное количество пустых углеводов. А вот французы сохраняют свою культуру и кухню, и продукты у них гораздо качественнее. У них строже законы о чистоте продуктов. Они однозначно едят меньше сахара и реже перекусывают. Вероятно, потому, что едят больше жиров и не так голодны, ведь жиры дают сытость. Но еще более интересно то, что там запрещено обогащать пищу. В США, Канаде и Англии законы обязывают обогащать продукты питания железом и синтетическими витаминами. И я считаю, что именно поэтому у людей в Европе меньше проблем с пищеварением, когда они едят зерновые продукты, в отличие от тех же американских зерновых продуктов, из-за которых кишечник работает плохо, поскольку железо губительно для микрофлоры, вызывает окисление. У меня есть видео о железе, о том, что оно усиливает инсулинорезистентность, а его избыток может даже вызвать диабет. Железо создает много проблем со здоровьем, особенно проблем, связанных с окислением. Ведь избыток железа запустит окислительные процессы в мозге, и это может повысить риск Альцгеймера. Кроме того, процессы точно пойдут внутри артерий сердца, вызывая заболевания сердца, поджелудочной и диабет. Не обогащая продукты питания, во Франции избегают огромных проблем. Если изучить исследования по синтетическим антиоксидантам, проблем с ними хватает. Вы спросите, почему? Потому что они синтетические, искусственные. Они сильно отличаются от антиоксидантов из настоящей еды и натуральных источников. Кстати, я нашел одно интересное исследование, дам ссылку. Так вот, оно доказало, что употребление синтетических витаминов, которыми обогащают продукты питания, повышает степень окисления. То есть они работают как оксиданты, а все, что усиливает окисление, может привести к воспалению и повысить риск инсулинорезистентности. Подведу итог. Да, это правда, что французы едят больше хлеба, но он у них не обогащенный. Хлеб их более качественный, они меньше перекусывают и едят больше жиров, употребляют меньше растительных масел и ГМО-продуктов. И качество их еды намного выше. Вот вам главные причины того, почему во Франции меньше людей страдает ожирением по сравнению с США. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео.